На данном этапе, я думаю, нет необходимости объяснять свою позицию, которой я придерживаюсь уже много лет, потому что комментарии, которые обычно появляются под моими видео, отражают коллективную неуверенность, которая всегда возникает, когда речь идет о Текуке. Интересно, даже иронично, как некоторые люди до сих пор воспринимают каждое молчание, каждую паузу и каждое отсутствие в публичном пространстве как признак расставания, как будто отношения, которые изначально не зависели от камер, можно оценивать по тем же стандартам, что и динамику, созданную для того, чтобы угодить публике. С самого начала Тэхён и Чингук показывали нам подлинные моменты, спонтанные ситуации и проявления человечности, которые не нуждались во внешнем одобрении, чтобы быть настоящими. Они делились всем, чем хотели, в то время, когда могли делать это без чрезмерного давления, без плотного графика, без обязательств перед брендами, без рабочих поездок и без индивидуальных проектов, поглощающих все их время. Они делали это искренне, не стремясь к вниманию СМИ, не гоняясь за сенсациями, не пытаясь вызвать ажиотаж, и именно поэтому то, что они показывали, всегда имело иную ценность, потому что это было по-настоящему, потому что это было интимно и потому что это не было продиктовано желанием кому-либо угодить. Их отношения никогда не были сюжетом, созданным для удовлетворения фанатов. Вместо этого это была связь, которая сохранялась, даже когда они предпочитали показывать ее лишь в коротких, почти символических, но глубоко значимых моментах: общий смех, заботливый жест или взгляд, который говорил громче любой публикации в социальных сетях. Все это делало их отношения слишком реальными, чтобы их игнорировать, слишком постоянными, чтобы свести их к простому совпадению или неправильному толкованию. Вот почему меня так удивляет, что многие до сих пор настаивают на том, что отношения Текука переросли только потому, что они в последнее время ничего не публиковали вместе, как будто отсутствие на публике означает отсутствие близости в реальной жизни, или как будто отсутствие совместных появлений в социальных сетях означает, что два человека, которые годами строили отношения, сближались и доверяли друг другу, вдруг перестали общаться просто потому, что мы этого не видим. Правда в том, что нам не нужно, чтобы они постоянно демонстрировали эту близость. На самом деле, гораздо приятнее знать, что после службы в армии любые моменты, которые они разделяли, были их собственным выбором, потому что они этого хотели, а не из-за давления, обязательств или требований аудитории, которая считала себя вправе знать все. И это само по себе многое говорит о природе их отношений, потому что это означает, что они бережут то, что у них есть, а они сами решают, чем хотят поделиться, их время и пространство принадлежат им, они являются валютой для удовлетворения чужих ожиданий. Важно понимать, что Текук никогда не действовали по принципу присутствия ради одобрения, и именно эта подлинность поддерживает их связь для тех из нас, кто следит за их историей, не навязывая никаких версий или планов. Их молчание – это не признак отчуждения, это защита. Их публичная дистанция – это не отчуждение, это стремление к приватности. И их отсутствие в социальных сетях не означает отсутствие в жизни друг друга. Вот почему, когда мой раздел комментариев постоянно заполнен одними и теми же вопросами, как будто они не знают моей точки зрения, становится все яснее, что многие на самом деле упускают суть. То, что не беспокоило меня 3 года назад, не будет беспокоить меня и сейчас, особенно сейчас, когда я поверила в них и в то, чего они достигли. Их молчание меня не смущает, потому что с самого начала их история была именно об этом – появляться, когда им хочется, исчезать, когда это необходимо, жить, никому ничего не объясняя. И в глубине души я больше всего восхищаюсь именно этим, потому что, когда они захотят снова появиться вместе, это будет по их собственному выбору, не из-за давления фанатов, не для того, чтобы замять слухи, не потому, что им нужно соответствовать ожиданиям других людей. Они сделают это, потому что чувствуют это, как и всегда. Так что нет, им не нужно появляться вместе каждый день, им не нужно выходить в прямой эфир, им не нужно публиковать фотографии, придумывать истории или что-либо подтверждать. Их отношения не зародились в социальных сетях и не будут там поддерживаться. То, что у них есть, принадлежит им, и каждое молчание, которое они выбирают. Это молчание – признак зрелости, уважения и заботы о чем-то, что выходит далеко за рамки медийной сцены. Те, кто не понимал этого до сих пор, вероятно, никогда и не поймут. Но для тех, кто понимает, для тех, кто всегда читает между строк, молчание Текука – это не бремя,
а спутник – подтверждение и сила. Потому что, если они что-то и продемонстрировали с самого начала, так это то, что когда Текук появляется снова, они делают это искренне. И до тех пор, пока этот день не наступит, если они когда-нибудь решат, все, что мы можем сделать, это признать, что их динамика реальна, уникальна и очень индивидуальна. И, возможно, именно об этом люди чаще всего забывают. Отношения, которые развиваются в тишине, не теряют своей ценности только потому, что мы их не видим. Совсем наоборот, они процветают без необходимости в аплодисментах, без внимания публики, без дополнительных сюжетных линий, придуманных для удовлетворения любопытства других. Если за эти годы Тэхён и Чингук смогли сохранить общую нить, которая их связывает, даже когда их карьеры кардинально изменились, это не случайность. Это выбор. Они решили оставаться рядом друг с другом, даже когда внешний мир стал для них обоих все более требовательной сценой. И под этим спокойствием скрывается нечто неоспоримое, повторяющаяся закономерность, то, как они реагируют друг на друга, как они возвращаются в орбиту друг друга, даже когда расстояние, графики и требования мира продолжают тянуть их в противоположные стороны. Люди, которые спешат сделать вывод о разрыве отношений только из-за отсутствия публичности, часто забывают, что истинная близость – это та, которая не нуждается в объявлении. Именно поэтому меня не беспокоит нынешнее молчание. Потому что молчание в их контексте – это не пустота. Это пространство для дыхания. Пространство, чтобы перестроить свою жизнь после напряженного периода военной службы, пространство, чтобы исправить то, что, возможно, было отложено, пространство, чтобы расставить приоритеты в отношении себя, прежде чем снова ставить на первое место других. И, возможно, именно в этом и заключается сила их отношений. Они развиваются в ритме жизни, а не под давлением публики. Им не нужно спешить обратно на публику, потому что ритм их отношений – это их личное дело. Мы всего лишь сторонние наблюдатели, не контролирующие динамику, которая формировалась более 10 лет. Если что-то и демонстрировали Текук постоянно, так это то, что они никогда не действуют из страха потерять своих поклонников или из страха столкнуться со слухами. Они действуют, исходя из удобства, из того, что кажется правильным, из необходимости защитить себя. И я верю, что однажды, когда их жизнь станет более стабильной, когда крупные проекты будут завершены, когда их графики больше не будут совпадать, они вернутся к тому, чтобы дарить небольшие, значимые моменты. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное, не обязательно драматичное, всего лишь мимолетная улыбка, короткое общение или взгляд, который невозможно скрыть. Но даже если этот день не наступит, или если они решат, что их личная жизнь должна оставаться полностью вне поля зрения общественности, мы все равно не вправе судить. Потому что в основе всего этого лежит понимание того, что настоящим отношениям не всегда нужна аудитория. Любовь, близость и связь, основанные на глубоком понимании, не нуждаются в постоянном потоке визуальных доказательств, чтобы выжить. И это самый важный урок, который Текук преподносит всем, кто способен увидеть это с чистым сердцем. Единение не обязательно должно быть видимым, чтобы быть настоящим. Тишина может быть местом для роста. Не все ценное нужно выставлять на показ. И иногда самые прекрасные вещи – это то, что они скрывают от мира. В конце концов, независимо от того, какую форму принимают их отношения, в каком направлении они движутся и чем они решают делиться, а чем нет, одно остается неизменным. У Тэхёна и Чингука всегда был свой язык, и язык, который не требует слов, понятен только им и виден только тем, кто не закрывает глаза, когда мир становится слишком шумным.